Гран Туризмо не просто кино на вечер по мотивам известной игры, а настоящая история человека, который боролся и не отпускал руки в самые трагичные моменты. Мы расскажем, как простой мальчишка с джойстиком в руках и мечтой в глазах смог стать величайшим гонщиком со смертельной аварией за спиной, в которой погиб зритель, а он чуть ли не лишился собственной мечты. Ну и, конечно, вы сможете сами понять, насколько достоверна история, которую нам так лихо закрутили на экранах. Разработка фильма началась еще в далеком 2013 году. Джозеф Косински должен был стать режиссером фильма, а Джон и Эрих Хобер работали над сценарием. Но даже спустя 5 лет фильм не сдвинулся дальше проработки истории. В мае 2022 года началась работа над новой версией фильма «Гран Туризмо», режиссером которой должен был стать Бломкамп. Основной актерский состав был утвержден в сентябре, а другие актеры присоединились к проекту уже в ноябре. Съемки начались в Венгрии и завершились в декабре 2022 года. Фильм обошелся в $61 миллион. В первую неделю смог собрать более 80 миллионов, получив весьма противоречивые отзывы критиков, но вполне положительную реакцию обычных зрителей. Дублером Арчи Мадекве, который исполнил главную роль, стал настоящий Ян Марденборро, который взял тайм-аут в профессиональных гонках специально, чтобы подстраховать актера за рулем, который получил права буквально за пару недель до съемок фильма. Впоследствии Ян Марденборро очень тепло отзывался о съемочных днях, несмотря на нюансы, о которых мы расскажем дальше. В видеоиграх Гран Туризмо не так много сюжета, который можно было бы адаптировать к полнометражному блокбастеру, поэтому новый фильм Sony действительно взят из жизни. История Яна Марденборро основана на реальном пути гонщика, начиная с того, как он до тошноты играл в игры Гран Туризмо и заканчивая проявлением своих навыков на реальной гоночной трассе. Но тут стоит понимать, что, как и во многих биографических фильмах, некоторые детали весьма точны, в то время как другие вымышлены или преувеличены для создания более убедительного повествования. Марденборро смотрел на машины горящими глазами. Как и множество других мальчишек, он мечтал стать профессиональным гонщиком уже с 5 лет, когда отец объяснил, что за это платят, и это вполне себе профессия. Однако, как и бывает в обычной жизни, у его семьи не было денег, необходимых для начала карьеры в автоспорте, и он не знал никого, кто мог бы его спонсировать. Да и кто мог бы воспринимать всерьез решимость 5-летнего мальчишки? Он начал играть в гоночные видеоигры в возрасте 8 лет, когда у его друга появилась Гран Туризмо на оригинальной PlayStation. Он просто не вылазил из гостей, чтобы поиграть в игру, и в конце концов ему подарили консоль и саму игру, чтобы он мог играть в нее дома. Так Марденборро и Гран Туризмо стали неразделимы, и он продолжал играть во все следующие игры серии на PlayStation 2 и PlayStation 3 на обычном джойстике, и лишь спустя несколько лет ему подарили набор с рулевым колесом с обратной связью и полноценными педалями. Тогда мир юного гонщика перевернулся. Отец Яна – бывший футболист, который впоследствии был вынужден завязать со спортом и уйти работать на железную дорогу. Мужчина с иронией относится к увлечению сына, который не оставляет попыток связать свою судьбу с машинами, пусть и виртуальными. В 2010 году Марденборро поступил в университет, чтобы изучать автоспортивную инженерию, но бросил учебу уже через 3 недели, поскольку, по его мнению, это занятие было слишком математическим и скучным, а парня интересовал именно процесс гонки и чувства, которые он испытывает, находясь на треке, пусть и виртуальном. Можете представить реакцию семьи Яна, которые в принципе не испытывали восторга от его увлечения играми. Все меняется, когда руководитель маркетинга Nissan Дэнни Мур презентует боссам необычную идею. По его замыслу, компания устроит конкурс среди лучших гонщиков Гран Туризмо, а победителю позволит соревноваться с профессиональными спортсменами, тем самым получив неплохую рекламную кампанию среди любителей игры.
Стоит понимать, что проект был действительно экспериментальный, даже представители Nissan не ожидали такого успеха, не говоря уже про реальные результаты. Ведь в то время игры практически никто не воспринимал всерьез. Киберспорт вызывал лишь улыбку, никаких бюджетов и стадионов. У Яна был годичный перерыв в играх, но даже находясь в расстройстве от своего обучения, он решает принять участие в игровой квалификации, в которой сражались на виртуальных треках более 90 тысяч человек. Он сходу сумел попасть в топ-20 своего региона, тем самым выйдя из группы и приступив к следующим этапам. Он прошел подготовку и ряд физических и гоночных испытаний, в итоге сумев добраться до решающей финальной гонки. Выбыли все, кроме 3 человек со всего мира, включая Яна. Финал представлял собой 20-минутную гонку по национальной трассе Сильверстоун на настоящих спортивных автомобилях Nissan 370Z. Марден Бора выиграл 8 секунд, став победителем GT Academy и получив полноценный профессиональный контракт Nissan. Чтобы понять уровень таланта, осознайте тот момент, что до Академии GT Марден Бора никогда не водил гоночных автомобилей и тем более не был на гоночной трассе. Самое сложное, по словам Яна, переучить себя видеть, ведь играть на крошечном 17-дюймовом мониторе и сидеть в полноценной машине с зеркалами – совершенно разные вещи. Инструктор на треке, с которым геймер осваивал реальный болид, сидел в постоянном напряжении. Изначально парень вообще не крутил головой и смотрел в одну точку на капоте. На то, чтобы переучиться, ушло несколько месяцев. Становление Яна идет в рамках фильма, но есть один важный нюанс, который меняет всю реалистичность описанных событий. Но об этом позже. Сначала разберем самый драматичный момент в истории фильма и жизни юного гонщика. Авария с гибелью. Авария в фильме – это симуляция реальной аварии. На знаменитой северной петле Нюрбургринга произошла трагедия. Nissan GT-R Nismo GT3 Яна Марден Бора в повороте Флюгплац подлетела в воздух и вылетела с трассы, пробив ограждение. В результате инцидента 1 зритель погиб, еще 4 получили травмы. Официальное заявление VLN по этому поводу гласит: первый этап VLN Endurance Championship на Нюрбургринге был омрачен аварией, в которой пострадали несколько зрителей. Один из них скончался в медицинском центре, несмотря на то, что меры по его спасению были приняты незамедлительно. Сам Марден Бора подвергается критике, причем ветераны, в частности, жаловались, что опытный пилот, не увлекающийся играми, в этот момент сделал бы рывок, чтобы опустить нос машины и не взлететь. Однако в конечном итоге виноват был дизайн Nissan GT-R, а точнее аэродинамика автомобиля. Авария спровоцировала экстренную встречу на Нюрбургринге, в результате которой на северной петле были внесены многочисленные улучшения в области безопасности. Категория GT3 была аэродинамически урезана, гребень сглажен, к большому недовольству консерваторов автомобильных гонок. Ян тяжело переживал эти события в реальной жизни. В фильме это тоже постарались обыграть через мотивирующую речь тренера Джейка Солтера. В молодости он попал в похожую ситуацию, поэтому бросил спорт, чего советует не делать Яну, чтобы доказать, что у него есть все необходимое для того, чтобы участвовать в гонках бок о бок с лучшими. Благодаря целеустремлению и воле, наряду с некоторой помощью его друзей из Академии GT, Яну удается занять 3-е место. Он преодолевает трудности и начинает невероятную гоночную карьеру. На этом фильм заканчивается красивыми кадрами настоящего Яна Марден Бора с его гонками и победами. Но что было дальше с карьерой гонщика и почему сцена с аварией – это камень преткновения всего фильма? Дальнейшая карьера в реальности. Если на секунду забыть про то, что это парень, который научился ездить в автосимуляторе, то дальнейшие достижения получаются весьма средними. Он не стал величайшим в истории, но точно реализовался в автогонках, как и мечтал, будучи ребенком. Поэтому предлагаем пробежаться по самым знаковым достижениям.
На фестивале скорости в Гудвуде в 2014 году Марден Бора показал самое быстрое время в истории суперкара на знаменитом Гудвуд-Хилл, пилотируя Nismo Nissan GT-R с дополнительным пакетом Time Attack. Марден Бора также продолжил гонки в GP3, перейдя на Карлин на сезон 2015-го. Он финишировал с 5 лучшими местами в 14 гонках, включая 2 подиума, заняв 9 место в общем зачете, несмотря на то, что не принимал участие в 4 заездах. В 2015 году он также выступал за Nissan Motorsport в высшем классе LMP1 на 24 часах Лимана, но новый автомобиль команды GT-R LM Nismo оказался совершенно неконкурентоспособным. Достижения Марден Бора и растущий авторитет привели к тому, что спортивные профессиональные СМИ назвали его 50-м в своем списке 50 самых востребованных спортсменов мира за 2015 год. Того самого мальчика с джойстиком в руках. В 2016 году Марден Бора переехал в Японию, чтобы выступать в классе GT300 Super GT и в японском чемпионате Формулы 3, впоследствии перейдя в легендарный GT500. Уже в первый сезон он завершил его на 4-м месте. При отрыве от лидера всего в несколько очков смог устроить настоящую борьбу. В 2019 году Марден Бора был переведен в состав команды Kondo Racing линейки Nissan GT500, став партнером Мицунори Такабоши. В отличие от Impul, которая использовала эталонные шины Bridgestone, Kondo Racing использовала зачастую неконкурентоспособные Yokohama. Несмотря на этот недостаток, Марден Бора и Такабоши финишировали в чемпионате всего на полочка позади экипажа Impul, набрав 5 очков и показав лучший результат 4-го места, заняв 14 место в общем зачете. В 2020 году они финишировали 19-ми, набрав всего 4 очка, поскольку и новый GT-R, построенный по обновленным правилам GT500, и резина Yokohama оказались неконкурентоспособными. Марден Бора квалифицировался 4-м на 5-й круг в Фудзи, но проблема с переключателем передач в гонке лишила команду потенциального подиума. После ухода из модельного ряда Nissan GT500 по окончании сезона 2020 года Марден Бора были предложены гоночные места в классе GT300 Super GT и Super Formula, но оба требовали от него большого бюджета, чего он был не в состоянии сделать. В 2021 и 2022 годах он работал симулятором и пилотом-разработчиком автомобилей для Nissan и DEMS и его клиентской команды McLaren в Формуле E. В мае 2023 года он вернулся к гонкам на гонке Fuji 24 Hours серии Super TyQ за рулем Nissan GT-R Nismo GT3 от Helm Motorsports. Он и его команда заняли пол-позицию на соревнованиях и лидировали значительную их часть, но в конечном итоге финишировали 4-ми из-за проблем с тормозами. Карьера пошла в гору после событий в фильме. Вроде все сходится, но в чем тогда камень преткновения? Если вы смотрели фильм, то, думаем, заметили, как медленно разворачиваются события, и иногда ловишь себя на мысли, что это реклама игровой серии, а не фильм с интригой. Герой, если и сталкивается с препятствиями, то весьма незначительными. Но в последние полчаса разворачивается та самая драма, за которую люди готовы платить свои деньги и ставить высокие оценки. Все конфликты зачастую решаются даже без вмешательства Яна. Соперник по конкурсу присоединяется к команде Марден Бора во время гонки на 24 часа. Спустя пару заездов Дэнни Мур добродушно нахваливает героя и даже отгоняет от него папарацци, чтобы тот погулял по Токио. Даже отец приходит на важнейшую гонку. Теперь он верит, что сын способен на многое. Про аварию мы рассказали ранее. Она действительно случилась. Жертвы и раненые не выдумка. Ян действительно переживал и думал завершить собственную карьеру. Правда, есть небольшая проблема. В реальной жизни все происходило в совершенно другом порядке. Столкновение произошло в 2015 году.
Однако гонка «24 часа Ле-Мана», в которой Ян триумфально занял 3-е место и которую нам показали в фильме, произошла в 2013 году, за целых 2 года до аварии. Марден Бора был уже достаточно титулованным и опытным гонщиком, как мы и сказали, в топ-50 спортсменов мира. Те, кто снимал фильм, изменили хронологию событий, чтобы сначала Ян рухнул вниз, оказался в тяжелейшей ситуации, а потом триумфально взошел на пьедестал, справившись с синдромом самозванца и общественным давлением. Для биографических фильмов нормально подменять подобные события, чтобы создать более захватывающую историю, которая лучше соответствует традиционным сюжетным линиям. Тем не менее, многие рецензенты критиковали фильм за изменение деталей момента, в результате которого один человек лишился жизни. И тут остается двоякое впечатление. Вроде факты реальные, действительно происходили, но благодаря подмене времени в корне меняются ощущения и целеполагание главного героя. Яну не пришлось бороться с собой перед гонкой 24 часа Ле-Мана. Он занял 3-е место благодаря своим собственным навыкам, а не словам тренера после аварии. Отсюда и столько критичных высказываний в сторону фильма от людей, которые действительно любят автогонки и знакомы с их историей. Взять драму, перенести ее в годах и приурочить победу к совершенно другим событиям – весьма спорный художественный прием для фильма, который называют чуть ли не документальным. Если говорить про значение Яна Марден Бора в автомобильном спорте, то стоит оставаться объективными. Он стал хорошим гонщиком, но не лучшим. Но сам факт того, что ты в 5 лет можешь понимать, чем хочешь заниматься всю свою оставшуюся жизнь и планомерно идти к этому вопреки иронии родителей и непониманию остальных, достоин увековечивания в фильме. Если есть цель – детская мечта, не стоит избавляться от нее. Взращивайте и храните. Ничего невозможного нет, и Ян тому доказательство. Если говорить про фильм, действительно неплохая спортивная драма, которую можно с удовольствием посмотреть. Но не ожидайте от нее кристальной реалистичности, основанной на реальных событиях. Это повод привлечь вас в кино, а не печатать достоверности всего происходящего. Спасибо за просмотр.